Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски. Полина Реутова на связи прямо сейчас. Полина, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, уважаемые зрители. Подпишитесь, пожалуйста, на Полину Реутову, телеграм-канал, ссылка в описании, конечно. Следите за всеми новостями и обновлениями. Поставьте лайк этому видео, это тоже очень важно. Полина, я хотел бы начать наш с вами разговор сегодня с Виткофа, который, собственно, открытым текстом сказал, что обо всем договорились. Ну или как? Россия что-то предложила американской стороне, и те не против, и вчера, о чудо, и против Украины могут ввести санкции, и Зеленский невинен. Вот такая формулировка как бы в переводе прозвучала от Трампа. Что это означает на этом этапе вот этих всех гонок за мир? И действительно ли мы находимся на какой-то такой решающей стадии, и до конца года американцы закроют все конфликты: и Иран, и Израиль, Хамас, ну и Украина, Россия, конечно же? Я думаю, что мы на той стадии, когда американцы намерены это сделать. Безусловно, это есть. Но это совершенно не значит, что у них получится. Потому что это большой массив информации и множество переменных в этом уравнении. И если хотя бы одну не учесть, результат будет совершенно другой, может весьма отличаться от того, который заведомо предполагался. То, что американцы хотят это сделать, да. То, что они хотят исключить себя из этого процесса и не фиксироваться как сторона конфликта, вот это важная тема. Для них важно не фиксироваться как сторона конфликта. Поэтому они и вбрасывают такие нарративы, что Зеленский, дескать, тоже не невинен. И это звучит не в первый раз, потому что Трамп довольно часто повторял, что Зеленский, будь его желание, давно бы уже мог завершить этот конфликт, и будь его желание и подлинное намерение, он бы не допустил этого конфликта. Но туда присовокупляются целая куча фраз, то, что маразматик Байден и все из-за него. Но если убрать из этого всего потока мыслей Байдена, то там довольно часто звучит как раз, что ответственность Зеленского в части того, что конфликт начался, и в части того, что он до сих пор не прекращен, весьма велика. Поэтому намерение у американцев, безусловно, есть. Вот многие любят сравнивать с вьетнамским сценарием, дескать, по вьетнамскому сценарию может пойти. Даже вспоминают афганский сценарий, который, ну, как, видимо, хотели американцы, был несколько бы похож на вьетнамский, но получилось комично и даже отчасти позорно. Они хотят схеджировать этот риск, чтобы и позорно не выглядеть, и одновременно как-то все это прекратить. В первую очередь в своих интересах. Им совершенно плевать на самом деле. Ну, может быть, Трамп действительно говорит, что я и русских, и украинцев люблю одновременно, в принципе, всех людей люблю, но на самом деле он больше всего любит себя и то, как он выглядит в публичном пространстве и фиксируется на этой Нобелевской премии мира. То есть у него свои как бы интересы. Ну и плюс, если посмотреть, да, действительно, видимо, американцы посчитали, подумали, почухали потылицу, как у вас говорят, и пришли к выводу, что выгоднее как-то выпиливаться из этой истории, становящейся все более токсичной, и попытаться это, во всяком случае, сделать. Но я повторюсь, их серьезнейшее намерение в данном случае совершенно не равняется тому, что это непременно произойдет, потому что очень много переменных там. Не хотят глобалисты этого. И чем дольше будет происходить война, тем больше у них времени на то, чтобы перевооружиться, потому что они искренне верят в то, что Российская Федерация собирается нападать на Европу, и изображают Украину как фронтир свой восточный, и, дескать, и как только Украина падет, значит, немедленно Путин пойдет дальше на Европу. И они в это верят, и для них это прекрасная возможность, чтобы обрубить кучу социальных программ. Недавно на Медне у нас же была громкая история касательно того, как канцлер Германии заявил, что мы больше не социальное государство, значит, да, и все на оборону, то есть уже такая воинствующая риторика пошла. Много переменных, они этого, конечно, не хотят. Касательно того, что договорились, да, они согласовали свои намерения, безусловно. Есть согласование намерений, да, мы договорились, но если бы, опять-таки, все зависело исключительно от Российской Федерации, от Соединенных Штатов Америки, возможно, действительно это бы уже закончилось вот на данном этапе. Но
слишком много переменных. Намерение есть такое, я Ну, совершенно в смотрите, этом уверена. тут же какой момент очень важен. Ну, так, подтверждение ваших слов по поводу фиксации на себе и любви к себе, это так прорывается по Фрейду, да? Его спросили, а что там Лавров сказал недавно, что как бы нелегитимен Зеленский и мирное соглашение с ним подписывать никто не будет. Он говорит, все занимаются позерством, все вот это вот выделываются, это все чушь, в общем, не слушайте. Ну и как бы сказал тот, кто первый в этом списке. Я даже у себя в телеграм-канале вспомнил новую страничку Белого дома в ТикТок. Там просто имени и светлой памяти всех шагов и каждого взгляда, каждого чиха, каждого, ну не знаю, там слова Трампа. То есть, ну, понятно, да? Человек об этом говорит, и поэтому, собственно, имеет представление, о чем он говорит. Но тут давайте вот посмотрим еще немножко, ну, скажем так, глубже и интереснее в сторону Европы. Потому что, ну, когда Трамп говорит «вводите войска», ну, это уже как-то угрожающе звучит для самой Европы. Там население вообще не хочет этих войск, никаких там контингентов, об этом уже пишет пресса. Но тем не менее, мол, готовы, давайте, вводите. Так, а что за гарантии безопасности обсуждаются? И тут же очень интересный момент. Если все согласовано, ну, хотя бы магистрально согласовано между Америкой и Россией, то что? Два вопроса. Что могла вот такого предложить Россия? И второй вопрос, тоже интересный. Ну так Россия же не согласна на то, чтобы какие-то контингенты и войска западных стран были на территории Украины, а Трамп продолжает вот вербально на это, ну скажем так, указывать. Ну, гарантии безопасности. Как можно в качестве одного из условий завершения войны предлагать те параметры, в результате которых эта война и началась, по большому-то счету? Специальная военная операция была начата в том числе для того, чтобы никаких западных контингентов и НАТО глобально, как оно там будет называться, войска стран НАТО или войска НАТО, по всей видимости, в общей рамке это одно и то же. И странно полагать, что Российская Федерация согласилась бы на условия завершения войны, которые полностью совпадают с условиями ее начала. И то, что Запад это прекрасно понимает, 100%. И выдвигают они такие требования, как мне представляется, как раз для того, зная, что Россия на это не согласится, с тем, чтобы затягивать эту войну. А то, что говорит Трамп, ну, он сам, как говорится, палево сказал про то, что вот они играют на публику, хотя когда говорит человек о ком-то другом, это многие психологи отмечают, он, как правило, говорит о себе. Вот он и говорит о себе. И публичная риторика в данном случае, особенно в случае с этим кадром американским, она зачастую может быть абсолютно противоположной действиям, как говорится, на Земле. И тут нужно смотреть именно на действия. То, что американских войск в том или ином виде, они уже сказали об этом, что их не будет. Более того, мне представляется, что в рамках договоренности, вот вы задали вопрос, что там могло быть. Мне кажется, в рамках договоренности могли быть и такие параметры, что американцы вообще уходят из Восточной Европы войсками, где они сейчас там находятся, и снижают свое присутствие в Восточной Европе как минимум. Там, допустим, страны Балтии, Польша и так далее. Я это так вижу. Это во многом, кстати, тоже объясняет, почему европейцы в панике начинают перевооружаться и милитаризироваться. Именно для того, чтобы свой как бы восточный фронтир европейский от агрессивного агрессора уже собственными силами попытаться защитить. Я это таким образом вижу. Ну так, а Украина в этом фронтире? Это часть вот этого, как это, европейского вала? Нет, Трамп очень... Кстати, вот тот случай, когда Трамп сказал совершенно правду, он сказал, что это большой буфер. Это большой буфер. Это как бы и не туда, и не сюда. Ну, к сожалению, да, Украина выбрала, ее элиты выбрали такой путь буфера, который будет раздирать в разные стороны, растягивать. Хотя могло бы быть по-другому, конечно.
Ну, тут я уже много раз говорила о упущении российской политики, но тут тоже надо ссылку делать. Мы довольно слабые были довольно длительное время, потому что развал Советского Союза повлиял на нас не наилучшим образом, так же, как и на другие постсоветские республики. Просто другой вопрос, как себя вели элиты, и здесь во многом выбор элит. И у нас была семибанкирщина, но она была постепенно ликвидирована. А на Украине она ликвидирована как таковая семибанкирщина не была, и капитал завязался с политическими разными недоброжелательными господами, и мы имеем то, что имеем сейчас. Поэтому Украина – это буфер. Запад их, не Украину, а так же, как и русских, и белорусов. Подозреваю, что и молдаван тоже, например. Вот эти восточные республики, они не видят как своих. Вот Польша еще так более-менее. А бывшие страны в большинстве своем, извините за тавтологию Советского Союза, они не видят в качестве элементов своей цивилизации. По Хантингтону мы принадлежим к несколько другой цивилизации, этого не отнять, как бы Украина этого не отрицала. И они, что Украину, что Россию, воспринимают как одно, я более чем уверена. Ну, это, они проговариваются иногда, американцы вообще прямым текстом об этом говорят, что это, в общем-то, одно пространство, региональный конфликт, и они сами полагают, что это гражданская война, но одну из сторон они используют в качестве дубинки, чтобы калашматить по другой стороне, то есть по Российской Федерации. Вот и все. В постсоветских республиках, пока позашла речь, тут внезапно выходит Алиев на интервью и говорит, что Армения и Азербайджан все еще не подписали мирный договор. Формально мирное соглашение не было подписано по конкретной причине. В Конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Берет и выдает вот это. Баку ожидает, что Ереван внесет поправку, ну и, собственно, и тогда вот, дело пойдет. Ну, вот понимаете, в чем тут как бы подвох? Да в том, в чем и в Украине. Потому что вот когда нужно, Конституция – это священная корова. Когда не нужно, ну, прикроем глаза на это. Вот, ну, это же там нормы, они же там могут меняться, война нынче, что ж вы тут. Тут два момента, два аспекта. Аспект первый. Получается, что вот как раз-таки то, что Трамп вот это жал руки, вот это все как бы отправлял фотографию Алиеву, какой он мощный лидер, и Пашинян доволен, и все вроде как у них хорошо, меморандум подписали, тоже по большому счету оказалось позерством. Не этот ли сценарий будет в Украине? Почему? Вот такая формулировка и такой вопрос. Потому что, Полина, давайте смотреть правде в глаза. Никто официально ни от чего не откажется. Проблемы там с выводом войск или какими-то условиями обменов, тоже никто, собственно, этого делать не будет. Соответственно, сейчас такое ощущение, что такие засечки, что война, пускай там в тлеющем или каком-то, может, не таком активном, или наоборот, еще более активном формате, она продолжится. И вот эта вот история с давайте подпишем что-нибудь, поулыбаемся на камеры, и как бы вот все, всем сестрам по серьгам, а Трампу Нобелевка, в украинском вопросе так не получится. Соответственно, будет больно. Но кому? Да, всем будет больно, уже всем больно. Огромное количество погибших, множество издержек из-за этой войны. Но здесь, знаете, Саша, я бы не сравнивала по одной простой причине. Как бы не относиться к Алиеву и к Пашиняну, а у меня к обоим персонажам сложнейшие отношения, лично у меня, ну и у большинства россиян, как мне представляется, тоже. Это все-таки легитимная власть, чего нельзя, обладающая полномочиями, и чьи полномочия, чья легитимность и легальность, все эти параметры не ставятся под сомнение ни внутри этих стран, ни за ее пределами. А про Украину об этом сказать нельзя, потому что и с легитимностью, и с легальностью, и с признанием вот этих параметров применительно к господину Зеленскому, у Зеленского проблемы.
И если на внешнем уровне может показаться, что только Российская Федерация не признает, то я вас уверяю, сомнения в том, что Зеленский имеет какие-то полномочия, чтобы подписывать какие-то документы. Вот даже вспомните вот эту минеральную сделку, кто ее подписывал? Люди, чьи полномочия не ставятся партнерами под сомнение. Потому что все, что подпишется, будет подписано Зеленским, о чем прямым текстом сказал Сергей Викторович Лавров на Медне, что мы, конечно, признаем его главой режима де-факто, но ничего подписывать мы не сможем и не будем по одной простой причине. Лицо нелегитимное и не уполномочено что-либо подписывать юридически значимое. Потому что это будет ловушка для всех. Придет кто-то, кто бы это ни был, хотя очень смешно, как сейчас Залужного пихают везде весьма странными способами. Даже если он, хотя он сейчас часть офиса президента Зеленского, так называемого, чтобы ни у кого сомнений не было, чтобы они, какую бы они там пиар-акцию не разыгрывали, пытаясь создать видимость политической борьбы, на самом деле этого нет. Это все работа пиарщиков, специально на это направлена. Но даже если он придет, он потом вполне сможет сказать, если, допустим, Зеленский что-то подпишет, вы знаете, по Конституции он был, значит, нелегитимен, он был узурпатором власти и пойдет еще в Конституционный суд и все отменит, все, что Зеленский подпишет. Конституционный суд, чья деятельность сейчас де-факто на Украине заблокирована, когда она будет разблокирована, они примут такие решения, какие должны. Вот в чем проблема. Поэтому нельзя это сравнивать российско-украинский конфликт с азербайджано-армянским, хотя бы по этой причине. Потому что там есть легитимные органы власти. Нет, ну я именно сравниваю с точки зрения, ну вы поняли, то есть Трампу все равно, ему нужна вот эта вот картинка, а там дальше уже, в общем, разбирайтесь, да? То есть... Да, ну вот знаете, здесь еще такая штука, у нас важный момент, российская сторона сейчас начала разделять американскую администрацию от непосредственно страны. Вот. Это тоже интересная штука, хотя бы в части, то, что косвенно подтверждается, в части заявлений российской стороны, которые вчера были, по поводу терактов на Северных потоках-2. То есть не ставится знак равенства между предыдущей администрацией и лицами, курирующими этот теракт, а Россия прямым образом обвиняет американских людей в этом. И с призывом Германии всю пронзительную правду народу рассказать и показать все материалы. Не ставится знак равенства между самим государством, я полагаю, чтобы не подставить президента Трампа в том числе, это тоже часть договоренности, скорее всего, и самой администрации. Значит, наши отделяют администрацию предыдущая и непосредственно страна. То есть вообще такая интересная история, идет. Интересная, да, с этими северными потоками. И здесь тоже может быть то же самое касательно Украины. Через несколько времени, там, если все-таки начнется какой-то электоральный процесс, а он неизбежен, да, и он будет все-таки на консенсусных началах, которые, ну, процесс должен устраивать с тем, чтобы он начался раз, и два, чтобы его результаты были приняты всеми сторонами, он должен устраивать условно и Российскую Федерацию с союзниками, и это должен быть какой-то консенсус с этим коллективным Западом. По-другому в нем смысла совершенно никакого нет. Ну, то есть от слова совсем. И здесь с российской стороны уже тоже пошли пассажи, вполне конкретное, что знак равенства между народом Украины и самой Украиной как общностью и людьми, которые там де-факто возглавляют режим или были ранее там с сомнительной конвенциональностью, скажем так, хотя жму руку, обнимаю, спасибо большое, все мы помним, да, вот это жуть. Тоже знак равенства уже не ставится Российской Федерации. То есть такой интересный уже пошел процесс. Но то, что вот эта глобалистская шайка, которая сегодня политику партии определяет и на Украине, и вот эти ошметки глобалистов, которые по Европе рассредоточились, и отчасти в Вашингтоне все еще сидят, ждущие, как бы Трампа с его магой и соратниками спихнуть побыстрее и погромче с трона, они, конечно, заинтересованы, пока в силу невозможности какие-то более кардинальные шаги предпринять, они пытаются этот конфликт, конечно,
конечно же, затягивать и будут выдвигать ряд условий Российской Федерации. Будут говорить, что безусловно, но будет список условий, на которые Россия заведомо не согласится. Ну, в том числе, о чем мы говорили с вами, присутствие западных войск на территории Украины, в то время как, чтобы их там не было, и была начата специальная военная операция в том числе. Они это предлагают в качестве инструмента для завершения войны, что совершенно невозможно. Поэтому здесь, опять-таки, намерения есть, но и ситуативный союз есть, возможно, он будет усилен Китаем, кстати, вот именно в этой части. Мне кажется, что это вполне возможно. То есть как такой игрок, треугольник Москва-Пекин-Вашингтон в этом смысле может сработать. И не зря российская сторона говорила о гарантиях безопасности, то, что да, она считает, да, действительно гарантия безопасности, но там и китайские партнеры должны участвовать. Ну, глобалистам это совершенно... Это по-любому было согласовано с администрацией Трампа, я уверена, вот такой пассаж. Но то, что он глобалистам не выгоден, собственно, поэтому Зеленский выходит и говорит, нет, ни в коем случае. И сейчас у них по 10 раз на дню меняется позиция. Вот касательно той же встречи. Я у себя в телеге обращала на это внимание. Сначала он говорит, встреча без условий, потом, значит, выкатывает ряд условий, в том числе, куда он поедет, куда не очень, и куда Путин должен поехать. Потом выходит Сибига, говорит, без условий в любых форматах. Вечером выходит Зеленский, опять выкатывает вот такую вот стопку. Значит, сам требует встречи, плюс в хамской манере это все происходит. В этом требовании уже включены условия хотя бы по локации, и как будто это безальтернативная история, и русские должны подчиниться, как будто они стоят там в очереди под дверьми Банковой и все ждут, когда ж Зеля таки соизволит встретиться. А потом говорит, что Путин тормозит процесс и не хочет встречаться. Вот это вот все, понятное дело, что это, знаете, как в духе метамодерна. Результат совершенно не важен процесс, главное двигаться. Осуществлять процесс. Ну да, процесс, конечно, специфический. Тут два аспекта тоже по поводу... Ну вот, вы так упомянули северные потоки. На самом деле понятно, что это сейчас намеренно это все вбрасывают и раскручивают. Есть версия о том, что украинская... Ну, вот эта яхта с этими гуровцами, СБУшниками, ну, вот этот Сергей К., который, да, задержан, которого там экстрадировать будут, который, ну, собственно, прижмут, и он будет давать показания с этим судном, с этими водолазами. Это такая дымовая завеса, есть такая версия на самом деле, да, потому что там как-то многое не стыкуется, что даже вот это оборудование, там, ну, в общем, ты не нырнешь туда, да, какой бы там ты ни был суперводолаз. Ну, это как бы отдельная история. Это делается... И полтонны взрывчатки туда заложить еще надо. Ну, это делается исключительно для того, чтобы вот как-то оттенить в каких-то международных, и причем, это важно, внутриевропейских и в отношении там Америка, Британия, Европа, вот в этом треугольнике, да, вот каких-то отношений. Но меня тут интересует другой момент. То есть, есть какие-то цели этого. Но это такая заложенная мина, да, и ее периодически там будут... Она на волнах будет качаться, вот та морская мина, да, и как-то так вот периодически подбрасывать с определенными целями вот этими внутриевропейскими, или внутризападными. Но тут же еще скандал на скандале у Украины в последнее время. Смотрите, дружба с вот этими хохмами, ну, то есть Зеленского, переросла в международный скандал. Словаки говорят, так мы дизель вам не будем в Украину поставлять. Венгры говорят, слушайте, так вы же зависите от нас, потому что электроэнергию мы там даем. А в свете начавшихся или как возобновившихся инфраструктурных войн и ударов, когда там дроны летят по НПЗ российским, а сегодня вот все поняли четко, Полтавская область, Сумская область, уже прилеты по энергетической инфраструктуре, и если это продолжится, то зима будет не сахар в Украине. Но мы вроде как не можем вам отключить. В общем, словаки, венгры ссорятся с Украиной. Польша делает очень интересный, ожидаемый, но Навроцкий как бы конкретно хочет бандеризм искоренить.
И вообще, как бы, если там с Волынской резней не порешать, то Польша вообще против, чтобы Украина в ЕС вступала. Ну, в общем, скандал на скандале с отменой льгот для украинцев, ну, этих выплат. В общем, как-то с соседями не заладилось. Это влияет вообще на повестку вот этого, ну, как бы, да, бандероли Украина, которую Трамп, Америка, передает на Европу, на Урсулу, Еврокомиссию, ну и вот этих, скажем, отдавших свою суверенность стран, да, как надстройки Европы. Ну, вообще интересная реакция Польши. И Польша таким манером, как мне представляется, вот с этими заявлениями, они только что обнаружили, что, оказывается, на Украине есть бандеровщина, и ее нужно запрещать. Вот 4-й год войны идет, они только это обнаружили. Вот. Это, конечно, интересно. Но это показывает как раз то, что Польша находится в фарватере с Соединенными Штатами. Здесь она, мне кажется, сторону выбрала именно американскую. А я все ходила, гадала, и другие эксперты. Польша, которая вечно разрывается между Лондоном и Вашингтоном, ну, в данном случае глобалисты и вот эта вот условная мага, кого же она выберет? Выбрала она, значит, американскую сторону, это просто предлог. И обратите внимание, что против вот этого европохода в евросемью, так называемую Украину, почему-то оказываются страны, которые непосредственно с ней граничат. Словакия, Венгрия, Польша, там с Румынией непонятки уже есть. Ну, последние, как последние романтики Молдова, которая, как мне представляется сейчас в плане политического вектора, оголтелого и совершенно сумасшедшего, от Украины мало чем отличается, только тем, что там боевых действий нет на их территории. Там шиза сопоставимое. Только Молдова в фарватере вот этого всего находится, а Стасити как-то против. И Украине в данном случае ее нынешнему режиму, точнее не Украине как государству и общности, а вот этому режиму античеловеческому очень, так сказать, не повезло, что Трамп пришел к власти, и с Украиной граничат страны, которые как-то в фарватере Соединенных Штатов оказываются. И я вчера у себя в телеге уже предположила, вкинула мысль, значит, какая манера воздействия у нынешнего украинского режима на соседей. Теракты, диверсии, угрозы, шантаж, хамство. Вот сейчас весь этот процесс полностью на себе наилучшим образом, в кавычках, почувствовали венгры и словаки. Хорошо. А что ждать теперь полякам? С учетом того, какими методами действует нынешнее украинское руководство, где ждать терактов полякам? Потому что другое мировоздействие сейчас просто не наблюдается. Нет, ну сейчас И бросили вот это, гуляет по здесь бы я, телеграм-каналам. знаете, Смотрите, вот да, мы, украинцы, настолько мощные, мы за вот этот период потужные, да. 28 миллиардов долларов, ну вот, пополнили, да, казну польскую. Представляете? Ну, там 12 с чем-то это прямые налоги, а там остальное, в общем, ну, косвенным образом. Просто тут возникает вопрос, ну, хорошо, так, а почему же тогда, ну, вот, взяли бы эти 28 миллиардов долларов, да и в украинскую казну пополнили бы? Почему? Там все переехали в Закарпатскую область, и там бы расстраивали. То есть... Так тут... очень скоро будет такая возможность. С учетом того, что сейчас начинают урезаться социальные программы в Польше, они прямым текстом говорят, что пособие как бы that's all, да, и либо работаете, либо sorry. А что там дальше делать? Плюс поляки, они же прямым текстом, не помню, кто именно, но было прямым текстом сказано, что демографическая обстановка хорошо подправлена за счет украинских как раз беженцев, да, тоже это, извините, не из Алжира и не из Северной Африки. В Европе гораздо более ценны беженцы, иммигранты, такие как мы с вами.
вот, а не в других частях этого глобуса. В этом смысле они прямым текстом говорят. С другой стороны, здесь уже включается политическая целесообразность, во-первых. Я повторюсь, это в фарватере того, что до известной степени, что говорят Штаты. И поразительным образом, казалось бы, антироссийская Польша, но она же де-факто, получается, нарративно просит от так называемой Украины, предъявляет так называемой Украине те же претензии, что и Российская Федерация. Бандеровщина, ОУН, УПА, вот эта античеловеческая логика запретить. То есть получается и то, что они не хотят это видеть себя внутри, так же, как Россия этого не хочет видеть себя внутри, и на своих границах Россия этого видеть у себя не хочет, и Польша этого тоже видеть у себя не хочет на границах. То есть здесь как-то удивительное единение получается, хотя казалось бы. По поводу поставок, значит, дизеля, Украина же сейчас наращивает поставки, в том числе и из Индии, и из Словакии. Но так, у меня здесь кошка хочет мне мешать. Наращивает поставки. Но дело в том, что значительная часть этой нефти, нефтепродуктов, которые поставляются оттуда, это обработанные нефтепродукты из Российской Федерации. И значительная часть танков, БТРов и прочей тяжелой техники, которая на фронте с украинской стороны воюет, они заправляются де-факто российской соляркой либо ее производными. И то, что сейчас, как бы об этом словаки тоже прямым текстом сказали, вы знаете, может быть проблема с поставкой дизеля, поскольку вы совершаете теракт против нефтепровода «Дружба», это же прямым текстом было сказано. И может быть проблема с поставкой дизеля на Украину, об этом словаки прямым текстом сказали. Ну, тут так а россияне как к этому относятся? Подождите. Я к этому очень... Нет, есть просто... Это обоюдоострая история. Конечно, я об этом давно говорю, все 3 года войны я об этом говорю. А вы знаете, как бы, что у нас враг нашей соляркой заправляется до известной степени? Но у нас это не популярная тема. Очень немногие об этом, скажем так, говорят. Неудобно получается. Но в данном случае даже мы отбрасываем вот эти вот все моральные, так сказать, категории, если с холодной стороны. Так Украина сама себе стреляет в ногу вот такими действиями. Чем она будет заправляться? А если присовокупить сюда то, что, по-моему, до 40%, если мне не изменяет память, значительная часть электроэнергии поставляется из тех же стран, которым Украина портит жизнь путем совершения терактов против нефтепровода «Дружба», там же может быть очень большой массив последствий в том числе. То есть здесь, мне кажется, это уже игра ва-банк, если уже попытаться поразмышлять, зачем Зеленский так себя ведет, значит, и его подельники. Мне кажется, это игра ва-банк уже, это принуждение Венгрии и Словакии к отказу, значит, от взаимодействия с Россией путем покупки ее энергоресурсов. То есть, так это чей-то заказ? Я думаю, что да. А потому что иначе это объяснить именно с украинской точки зрения. При всей неадекватности нынешнего украинского руководства, с учетом возможных последствий, они же должны были прохеджировать эти риски и плюс-минус как-то сопоставить и предположить, к чему это может привести, хотя бы в части поставки той же солярки, которой нужно тяжелую технику на войне заправлять. И не говоря уже о том, что могут венгры очень серьезно обидеться, взять и перекрыть значительную часть поставок электроэнергии. Вот взять и перекрыть. Это сразу гуманитарная катастрофа в значительной степени будет, неизбежная. Это не только частное домовладение, домохозяйство, это предприятия, сохранившиеся, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые преимущественно сейчас на западной части Украины находятся и работают в открытой или скрытой форме. Под прикрытием других заводов, вот как пример, да, что журналистка, по-моему, CBS, все, Лаврова пыталась выбить информацию, что ж вы по этому заводу, там то ли кофеварки, то ли что ли, я уже не помню. Ну, понятное дело, что сам Россия не стала бы бить по заводу, где делают какую-то продукцию для повседневного использования обычными людьми. Вот. То есть это огромный пласт рисков и последствий.
Поэтому иных у меня объяснений нет, конечно же. Но, опять-таки, если там нет существенная доля давления, значит, нас в Венгрии, Словакии там, посредством этой дружбы, вот у меня теперь вопрос, а что же будут теперь полякам делать, вот с учетом вот этих вот историй? Там, тоже надо какой-то теракт придумывать или что? Или будут внезапно опять С-300 ПВОшки падать, потом будут рассказывать, что это русская ракета, потом выяснится, что нет, и будут таким образом действовать, потом выйдут и скажут, мы с поляками дружны, но дружба с Польшей теперь зависит от решения Польши. Или как там говорил Зеленский, там, используя парафраз по поводу нефтепровода дружбы, такая игра слов, как он считает, смешная. Но хотя ничего смешного в этом нет на самом деле. Поэтому здесь получается, если так посмотреть на глобус Украины и посмотреть страны, которые ее окружают, а кто уже белорусы враждебны, русские враждебны, значит, венгры враждебны теперь, словаки тоже, поляки сюда подключаются, кто там осталось? Молдова, Румыния, да? Да. Да, и все. Ну, как бы ворох везде получается. Надо обноситься колючей проволокой. Уже там до 3 лет тюрьмы я телемарафон ради потехи слушала, значит, за санкции за побег в сторону краины агрессорок. Там и Беларусь, Беларусь и Россия, это до 3 лет тюрьмы. Так скоро и на западных рубежах то же самое, получается, будет. За побег в Венгрию и в Словакию, и к полякам, которые считают, что УНУПА это неприемлемая идеология. Теперь туда тоже такие же последствия будут за побег. То есть, что, обноситься колючей проволокой и как финны с прибалтами генерировать болото, чтобы никто пройти не мог. Ну а что делать? Ну, поэтому здесь как бы, да, диспозиция меняется, и тут уже будет интересно дальше наблюдать за прессой, которая несет регулярно полную хуцпу, и меня очень сильно, кстати, удивляет там уровень экспертизы с нашей стороны. Там даже если включить наши какие-то федеральные каналы, он выдает какой-то заголовок, который с нами же связан, в какой-нибудь глобалистской газете, и выдают это как за истину в конечной инстанции, как свершившийся факт. То есть полный бред. Ну вот если начнет меняться нарратив, вот вчера в одной из немецких газет я про это писала, тоже вышла статья про Азов большая. Значит, обнаружили, что Азов, оказывается, это немецкая газета, очень близок по идеологии с Третьим Рейхом, носят свастики, странные кресты, лозунги, кричалки очень похожи на немецкие, фашистские, нацистские, простите, и так далее. Вот если сейчас постепенно вот это будет массово обнаруживаться, понятно, в какой фарватер Польша уже входит, и здесь, и, кстати, вы обратили внимание, я слушала ваш эфир в День незалежности, что Зеленский поменял, значит, взгляд свой на проблематику, что мы не жертвы, мы... Боец. Значит, Украина не жертва, Украина боец. Да, но она-то, у нее-то символический капитал строился на том, что она жертва агрессии, а получается уже не жертва, они сами это подтверждают. Вот, возможно, это и будут дальше подхватывать вот эту тему остальные. Надо же как-то выпиливаться из этого конфликта. Ну, вот в данном случае в союзниках, а когда идет война, как мне представляется, наиболее важно иметь граничащие с тобой страны, нежели те, что за Ла-Маншем и возле Ла-Манша, которые с тобой непосредственно не граничат, но оттуда кричат и говорят, что да, підтримка, все это есть. А вокруг как-то не очень получается. Важный тогда нюанс того русла, по которому все идет. Тут же, кроме там бегства, предложения депутатов, да, бегство в Россию и Беларусь 3 года, еще уголовка за то, что ты просто переходишь границу, ну как бы, да, вне пункта пропуска. Раньше за это админка, штраф, а сейчас уголовка. Тоже такое есть предложение, тоже обсуждается. Но с другой-то стороны, смотрите, выезд,
Можно теперь с 18 до 22. Там, правда, проблемы, как это все оформить. Пограничники говорят, обязательно должен быть документ военно-учетный, ну, там, ТЦК, электронная форма или бумажная. То есть, а так, конечно, можно всем. Но это же как бы сигнал для того, что, смотрите, война идет на спад. Вот мы уже делаем такие послабления вот этого внутреннего режима там, закрытых границ, вот этого концлагерного забора, открыли там новую, например, там, ворота новые, новую калитку этого забора. Правда, тут военные как-то возмущаются, говорят, слушайте, нам нужно мобилизовывать женщин, 18-летних, ведь это вопрос выживания страны. Ну, это понятно, можно сказать. Ну, что там те военные, да, ну, какое-то там направление, какое-то там береза, что-то там, бородач, говоришь. Ну, мы же идем к миру, и вот такое послабление мы делаем. Что стоит за вот этим решением, которое, ну, видно, что через пень-колоду. Ну, видно. Они обещали до Дня независимости, ну, имеется в виду до конца прошлой недели, да, вот сейчас это вроде как разродились, и то там затяжки с публикованием, то есть вступлением в силу этих изменений. 18.22, ведь это же, ну, то, на что прицелились уже как бы глобалисты, чтобы бросить в топку этой войны, а тут им вроде как уехать разрешают. Зачем? Ну, мне кажется, это элемент предвыборной кампании, замаскированный уже. У меня такое ощущение. Это во-первых. А во-вторых, голоса за границей в случае начала электорального процесса гораздо проще правильно считать, когда они за границей, чем тех людей, которые непосредственно находятся на территории государства, где проходят выборы. Мне кажется, это своеобразное вымывание в прямом смысле этого слова электората довольно активного и часто пассионарного, потому что молодые люди, они и на улицах, и, возможно, на участках, где выборы проходят, они будут наибольшую активность проявлять в том числе. Вот. С тем, чтобы подумерить в том числе пыл, потому что если посмотреть, да, пусть они 10, 30 и 500 раз проплаченные вот эти соросятские шабаши с картонками были, но там как раз вот эти люди и выходили, которых ТЦК не загребет, но при этом они очень пассионарны и политически активны. И мне кажется, что это не ядерный электорат Зеленского, они к нему скорее негативно относятся. У меня такое впечатление. То есть это вымывание электората, либо попытка одновременно с тем, так сказать, несколько смягчить их взгляд на действующий режим, чтобы ему было проще продлиться уже официально. Но то, что это конец войны непосредственно, ну, я бы это так не рассматривала. Мне кажется, это... Ну, в то же время мы же всего не знаем, какие там еще могут быть подлинные мотивы. Вот. Поэтому здесь как разведпризнак, что война заканчивается, но я не уверена. Здесь больше, с учетом того, что Украина, к сожалению, совершенно не субъектна, там об окончании войны можно будет судить по действиям даже не украинских властей, а глобалистов в Европе, и потому что их пресса будет писать. Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Удачи вам, удачи зрителям. Друзья, берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что думаете в комментариях. Увидимся. Добра и света.